Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, какие новости и какие движения сегодня ожидать от нефти, золота, доллара, рубля, евро и других ключевых активов. Так, друзья, давайте начнем со вчерашнего календарика событий. Вчера, к сожалению, вышли не очень хорошие данные по индексу деловой активности Германии. Ну как, не сказать, что они прямо совсем были плохие, но все-таки на 0,2%. Это, по крайней мере, говорит о том, что все-таки начинает буксовать устойчивое восстановление, и при этом вышли хорошие данные по объемам розничных продаж. Но нюанс заключается в том, что по объему розничных продаж это мартовские данные, а PMI это апрельские. То есть в марте с продажами было все хорошо, они активно росли, но маховик немецкой экономики начал буксовать в апреле, что является негативом для евро. Ну и в целом по еврозоне деловая активность в промсекторе просела. Ну, вполне естественно. Локдауны, которые были и которые продолжаются, они дают о себе знать. Так, ну и вот в США тоже вышли негативные данные по деловой активности в промсекторе и по занятости. Несмотря на то, что Пауэлл в выступлении своем сказал, что экономика Америки прошла точку перегиба и начинает активно восстанавливаться, вот такой неприятный сюрприз вышел, который говорит о том, что несмотря на столь мощное вакцинирование, экономика США, она не показывает на текущий момент надлежащих позитивных результатов. Так, ну и что касается сегодняшнего дня. Сегодня продолжение выходных в Китае, День труда, в Японии День зелени, с чем их и поздравляю. И на сегодня выходят данные, которые почему-то помечены, которые не столь важные. Это индекс производственной активности в России. Предыдущий был больше 50%, но такое ощущение, что его там просто наскребли. Вот. И далее в 15:30 объем экспорта и импорта, сальдо торгового баланса Соединенных Штатов. Вот эта информация, несмотря на то, что она помечена почему-то двумя звездочками, с моей точки зрения она очень важна, потому что фактически всю внешнюю политику, экономическую и неэкономическую, Соединенные Штаты выстраивают, оглядываясь на этот показатель. Так, друзья, сегодня примечательный день. Сегодня на Чикагской фондовой бирже начинают торговлю фьючерсами на литий. Здесь есть ряд моментов. То есть считается, что если чем-то начинают торговать, то это, возможно, начнет со временем проседать в цене. Но на самом деле, я думаю, как раз для лития это новый шаг, который позволит устойчиво расти ценам на литий, потому что это товар, который уже становится крайне важен, и его необходимо туда-сюда толкать, как серебро, золото и другие металлы. Boston Consulting Group дала прогноз, что в 2026 году более половины мировых продаж легковых автомобилей будут электрическими, а современный электрический автомобиль это, соответственно, литий. Литий входит в состав батареи, и он необходим для каждого электромобиля. Сейчас активно разрабатываются и патентуются натриевые аккумуляторы, но натриевые аккумуляторы обладают более низкой энергетической емкостью на единицу массы. И поэтому, если, допустим, их вполне можно эффективно использовать для сохранения электрической энергии, то для автомобильных нужд, скорее всего, литиевые аккумуляторы в обозримом будущем натриевые аккумуляторы не вытеснят. И, соответственно, спрос на литий будет расти. Не только на литий, но еще и на никель. Потому что никель и используется, и будет очень активно использоваться для того, чтобы сделать остовы, сеточки, на которых держатся вот эти вещества, которые составляют электрод. Так, прогноз такой оптимистичный у Goldman Sachs о том, что нефть будет стоить 80 этим летом. На это есть весомые основания, но вот эти PMI, которые навыходили, они, конечно, немножко настораживают и указывают на то, что даже если такое движение в ближайшее время и будет, оно, соответственно, скорее всего, будет несколько отложено. Ну и надо четко понимать, что мировой тренд на вытеснение ископаемых источников энергии все равно в долгосрочной перспективе будет негативно отражаться и на спросе, и на ценах на нефть. Так, ну и вот основные причины роста нефти в мае. Сильный спрос на нефть,
то, что ФРС нащупала точку перелома, когда, в общем-то, американская экономика будет расти. Ну и есть ряд других моментов, то есть ожидается, что все-таки в мае произойдет некий перелом, когда пойдет снижение ковида в мире. Так, друзья, ну вот, собственно говоря, проблема инфляции, гиперинфляции, она не сходит с главных полос американских и европейских изданий. Уже как бы все как расписали по шагам, как что будет протекать, что вот первая фаза галопирующей даже гиперинфляции, она уже возникла. Ну, наверное, все-таки гиперинфляции не будет, но галопирующая инфляция в пределах 20%, как это было в начале 80-х в Соединенных Штатах, такую прелесть мы вполне можем получить. Первая часть – это рост инфляции издержек, стоимости материалов, мы это уже получили. Дальше вторая фаза, начинают расти цены, так называемые gate prices, цены ворот, ну или выходные цены с фабрик. И дальше начинают расти розничные цены, и все это дело в конечном счете приводит к тому, что инфляция, ну не как в Соединенных Штатах, 2%, наверное, все-таки в этом году не будет. Наверное, ее разгонят и очень сильно. Но тут даже достаточно посмотреть Baltic Dry, который уже больше 3000, цены на нефть, цены на медь, и уже как бы складывается такая картина, что ну как-то 2% в уме не закрепляются. Но и действительно, в общем-то, потребители ощущают так называемую ментальную инфляцию, которая уже в западных странах более 10%. Но вот еще такой интересный момент: в Соединенных Штатах нехватка водителей автоцистерн, которые перевозят топливо, может привести к тому, что это будет дополнительный стимул для роста цен на топливо. Так, ну и вот Европа изголодалась по туризмам и хочет этим летом принимать практически всех туристов, кто привит вакцинами, одобренными в Евросоюзе. Соответственно, таким образом, такими мерами и действиями они планируют значительно улучшить ситуацию в европейской экономике. Ну, конечно, это касается южных стран, у которых туризм – это достаточно весомая часть дохода и бюджета. Это прежде всего Греция, Италия, Испания. Но и на текущий момент, в общем-то, противостояние между Китаем и уже не Соединенными Штатами, а в целом консолидированным Западом, оно начинает все более и более расширяться, потому что Европа присоединяется к Штатам своей позиции по Китаю. Ну и на самом деле, конечно, здесь цивилизационный разрыв, и поэтому, как ни крути, но в текущих обстоятельствах, я думаю, все будет только обостряться, и, соответственно, Соединенные Штаты уже вместе с Европой будут предпринимать какие-то действия. Я, конечно, надеюсь, до военных не дойдет, но торговые войны, я думаю, будут прогрессировать в том или ином виде. Ну и здесь что надо понимать, что вот эти все торговые войны и противодействия, они вызывают, взвинчивают рост инфляции и издержек. Потому что как бы из-за того, что вводятся различные ограничения, торговые барьеры, противодействия, это все увеличивает трудозатраты. То есть подобные действия, они являются деструктивными для здоровой экономической конкуренции, и они увеличивают системные издержки, которые связаны с тем, что возникает противостояние такого рода. Но с другой стороны должен заметить, что этот процесс, он неизбежен. Он неизбежен, потому что наступление и расширение Китая и его влияние, потому что по сути уже, скажем так, вся Африка, она в значительной мере зависит от Китая. Китай постоянно прогрессирует всюду, скажем так, протягивает свои щупальцы. И, соответственно, Запад, он не может закрывать глаза, во-первых, на это, на экспансию ползучую, во-вторых, на те ценности, те подходы, которые приносят китайцы. Но они, скажем так, они противоречат европейским ценностям, и уже как бы исходя из этого, помимо экономической целесообразности, никто с китайской экспансией мириться не намерен. Так, ну вот еще буквально вчера-позавчера все было забито новостями по поводу реакции относительно возможного отключения России от СВИФТа. Но смотрите, вот это решение, которое принял Европарламент, на самом деле оно не может обязать коммерческую компанию SWIFT отключить Россию от СВИФТа. Но в целом это закрепление негативного
тренда по отношению к Российской Федерации. С другой стороны, что такое SWIFT? SWIFT это платежная система, которая осуществляет платежи в долларах и евро. Соответственно, отключение от SWIFT она остановит все торговые внешние операции, потому что просто невозможно будет осуществлять получение денег, оплату за различные контракты. И все, вся торговля, которая происходит, она встанет. С другой стороны, принимая во внимание, какой ущерб это нанесет Западу, я думаю, и я об этом неоднократно говорил, что мера отключения SWIFT, она произойдет только перед фазой какой-то горячего столкновения. И, соответственно, если от SWIFT отключат, уже можно будет ожидать того, что на следующий день или в ближайшее время разразится какой-то конфликт уже горячий. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Baltic Dry улетел уже за 3000, то есть это уже существенный негатив и рост инфляции издержек. Так, далее американские десятилетние трежерис находятся в консолидации и пока не могут определиться с движением. Я думаю, что первые 2 недели мая они нам принесут ясность в этом вопросе. То есть все-таки здесь будет движение наверх или пробой вот этой нижней границы. Но здесь уровень на самом деле 1,55. И если этот пробой таки состоится, то соответственно доходность начнет двигаться по направлению к 1,16. Так, и то, что касается Китая, CSI 300, дневной таймфрейм, сегодня он проседает. Но опять же, здесь все движение, оно идет в пределах верхней границы вот этой консолидации. Поэтому в этом проседании ничего страшного нет. Страшное будет, если происходит пробитие 5030. Пока на текущий момент обычное движение в боковике. Так, Япония сегодня тоже пикирует, но она пикирует пока не очень сильно. Потому что у Японии, у Никея вот этот уровень 28250, он является ключевым. И его пробитие, оно действительно будет указывать на то, что японский фондовый рынок начинает сильно корректироваться. На текущий момент такого риска пока нету. Так, далее S&P 500, SFD на фьючерс. Здесь у нас начинает рисоваться такое закругление. И вот это вот закругление, оно должно привести к тому, что в ближайшее время, как минимум, будет движение в район 4100-4120. А дальше посмотрим, к чему это приведет. Рост выдохся. Данные вышли вчера не очень хорошие, мягко говоря, по PMI. И поэтому здесь самое время немножко бы ему просесть. Так, друзья, далее давайте крипту посмотрим. Эфириум. Он, в общем-то, превзошел все ожидания. То есть я думал, он будет двигаться в рамках вот этого канала. Он вылетел значительно сильнее этого канала. И на текущий момент посмотрим, будет или не будет коррекционный откат с пробитием 3100. Если такой откат будет, то он вернется вот сюда, вот в этот канал и будет двигаться в рамках канала. Если такого пробоя в ближайшие дни не произойдет, то вот этот экспоненциальный рост вполне может продолжиться, по крайней мере, до 5000. Так, далее VIX, индекс страха и волатильности, дневной таймфрейм, находится в боковике. И здесь пока ничего он нам толком не показывает. Так, друзья, далее индекс доллара. Смотрите, здесь, конечно, ситуация очень неоднозначная, потому что закрытие в апреле оно было выше 91,2. Это указывает на то, что весьма вероятно, что движение наверх на укрепление доллара, по крайней мере, первая цель 92.17, мы можем получить в самое ближайшее время. Критерий того, что это не произойдет, это дальнейшее движение вниз и пробой 90,63. Если такое происходит, то вот этот нисходящий тренд, он будет продолжаться, как минимум до 89,2, вот сюда вот. Но на сегодня идет рост, и, судя по всему, сегодняшняя цель движения по индексу доллара 91.29, вот сюда вот. Так, друзья, далее золото. Золото, оно в обратной корреляции с индексом доллара. Вчера было очень хорошее, очень мощное движение, но 1800 так и не пробили и не закрепились. И поэтому, соответственно, золото на текущий момент находится в боковике, у которого нижняя граница это 1773 и верхняя граница это, соответственно, 1800. В самое ближайшее время
по золоту определится ситуация. Если будет пробой 1787, то в этой ситуации мы получаем по золоту, это часовой таймфрейм уже, движение, цель которого будет 1776-1775. Вот сюда, вот к этому значению. Если все-таки возникает пробой 1773-1771, то у нас идет более глубокий коррекционный откат, цель которого будет 1766, ну 1764, если быть точным, потому что уровень немножко сместился. Соответственно, если вот здесь пробоя не возникает, то золото сегодня в первой половине дня переходит в боковик, у которого верхняя граница будет 1791, и в случае ее пробоя будет повторное движение, цель которого доделать 1800 и закрепиться на 1800. Но пока с учетом роста индекса доллара, я думаю, все-таки вот эта часть движения, она не произойдет, и мы увидим тестирование, возможно, пробой движения на 1775. Опять же, обращаю внимание, золото диапазонный инструмент, как правило. Соответственно, если оно начинает здесь торговаться в этом диапазоне, в этой консолидации, то оно, скорее всего, пойдет наверх. Если сейчас вот здесь будет пробой, то цель движения 1775. Так, друзья, далее серебро. По серебру здесь важный уровень сейчас 26,6, 26,7. Если этот уровень не пробивается, это 4-часовой таймфрейм, то серебро у нас здесь переводит дух и переходит к дальнейшему росту. Цель движения будет 28 и 28,5. Если вот этот диапазон будет пробит, то серебро весьма вероятно откатится вниз. Цель движения будет 26-25 и возможно даже 25-85 вот сюда, вот в этот диапазон. Так, далее медь. Ну, по меди идет безудержный рост. В ближайшее время будет тестирование вот этой двойной вершины с 2011 года. Дальше по ситуации. Но с учетом того, как надувают пузыри, могут ее на очередной рекорд все-таки загнать. Куда-нибудь на 12, на 13. В том случае, если по меди будет пробитие 9650, то вот это все движение наверх может сломаться. И мы в этой ситуации увидим движение, цель которого будет 9150. Так, друзья, далее никель, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь все отлично. 17 тысяч он пробил, закрепился. Если 17 тысяч в результате коррекционного отката не будет взято, то ждет нас по никелю движение на 20 тысяч. Ну, действительно, никель это материал будущего. Он нужен для производства аккумуляторов литиевых. И поэтому здесь ожидания самые позитивные. Даже если будет пролив, пробой и коррекционный откат, даже в том случае, если его укатают на 14500, я думаю, его все равно потом будут выкупать и, соответственно, тянуть наверх. Ну, а текущее движение и рост по никелю – это позитив для Норникеля. Так, друзья, ну смотрите, палладий здесь ситуация схожа с никелем, только никель еще не переписал исторические хаи, а палладий переписал. И, соответственно, по палладию, если не будет коррекционного отката с пробитием 2800-2750, то вот этот рост он будет продолжаться, но я даже не знаю, куда он будет продолжаться. Так, друзья, далее платина. Первую цель сделали, следующая цель движения 1430. Для того, чтобы эта цель была выполнена, необходимо удержание уровня 1150, чтобы его не пробили. Вот. Ну и по платине тоже достаточно позитивное видение, потому что по сути это металл, который является заместителем палладия, они братья-близнецы. И поэтому такие цены на палладий, они будут непременно тянуть вверх за собой и платину. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну смотрите, здесь ситуация достаточно позитивная, потому что закрепились выше 66,2. Переходя с недельного на дневной таймфрейм, нефть находится в консолидации, верхняя граница это 68,3 и, соответственно, нижняя граница, сильный уровень 66,25. Ну и что касается сегодняшнего движения, здесь вот такая страшная картина, как она там, вороны, по-моему, называется, или как-то еще. Но смотрите, на самом деле здесь ситуация очень простая. Вот если уровень 67,2 не будет пробит, то вот эти все вороны, они на столбе замерзнут и пойдет движение наверх. Если здесь возникает пробой 67,2, то у нас цель движения будет тестирование сильного уровня 66,25 на прочность.
но и в случае пробития движения на 65,5 в идеале. Вот. Но такая картина мне сейчас видится менее вероятным. Скорее всего, либо отсюда пойдет отбой движения сегодня, либо будет тестирование уровня 67,2, и, соответственно, здесь будет набор позиций, движение наверх. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, вот эту вершинку мы не удержали, ушли вниз. Дальше у нас следующая сильная поддержка, это 1,1991. Если она пробивается, то здесь начнется отлив. Первая цель движения по которому будет 1,1866. Если пробоя здесь не будет, евро с долларом откупят, и, соответственно, оно отсюда отрикошетит на 1,2120. Поэтому здесь сейчас в ближайшее время вот этот вопрос будет решаться. Вот. Если евро от натиска устоит, то, соответственно, пойдет движение наверх. Как только здесь 1,1991 пробиваем, сразу пойдет значительное снижение. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовик, ставлю сразу. У юридических лиц была позиция на укрепление рубля. Ну, в данной ситуации она себя оправдала. И сейчас на текущий момент, если возникает пробитие уровня 74.95, то мы получаем укрепление рубля сегодня, цель которого 74.64, 74.6. Если здесь пробоя не возникает, то у нас все это превращается в консолидацию, и мы отсюда идем тестировать на прочность 75,3. Пробой 75,3 и закрепление выше этого значения может придать движение с ускорением на 75-77. Но смотрите, сейчас масса информации о том, что рубль будет падать. Это обусловлено тем, что позиции в опционах, майских опционах на конец мая и июньских опционах на конец июня, там какие-то очень мощные ставки сделаны на падение рубля. Первая цель, по-моему, 83 рубля за доллар, и потом 100 рублей за доллар. Вот. Но, опять же, здесь ситуация, она обоюдоострая. То есть, там есть два участника сделок, мы не знаем, какие мотивы они преследуют. Могу подсказать так, что по евро эта ставка, она себя не оправдывает. То есть, если действительно был бы обвал рубля, то я предполагаю, что аналогичная ставка была бы в паре евро-рубль, а ее нету. Вот, поэтому, ну, конечно, да, есть геополитические риски, есть масса вещей, которые они противоречат здравому смыслу экономики, но тем не менее есть определенный индикатор, который указывает на то, что ситуация может быть не такой, как она видится на первый взгляд. Вот, да, как бы ставки сделаны на то, что рубль будет падать, но не все так однозначно. На текущий момент доллар-рубль я жду, что будет тестирование 75, 74, 95. В случае пробоя и уход на 75, на 74,7, 74,65. Если пробоя не будет, отсюда отскока движения на 75,3. Это на сегодня. Так, друзья, евро-рубль. Здесь 90.35 увяз, не идет ниже, не дает рублю укрепляться. Это дневной таймфрейм. Ну, исходя из часовика, сейчас тестирование этого уровня, если будет пробой 90,3, то у нас отсюда откроется движение, у которого цель движения будет 90,2 вот сюда вот. Если пробой здесь не возникает в ближайший час-два, то мы отсюда движемся наверх, цель пробития 90,5 и потом движение на 90,6 вот сюда вот. Если здесь вот этот пробой сейчас произойдет, то движение вниз на укрепление рубля может произойти достаточно резво. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм. Здесь сейчас развивается движение на 150 тысяч. Критерий того, что это движение не состоится, это коррекционный откат и пробитие 145 тысяч. Если такое будет, то мы уходим тестировать 141 500, вот этот локальный уровень. Если отката не происходит, то мы сегодня весьма вероятно попробуем, ну, по крайней мере, на 148 500, может быть, на 150 сходить. Так, друзья, далее Сбербанк, 4-часовой таймфрейм, сразу ставлю. Смотрите, картина здесь очень интересная. Он 296 удержал, закрылся выше.
И поэтому, если не возникает коррекционного отката с пробитием 294, то, соответственно, все вот эти движения вниз будут выкупаться и будут его толкать наверх на 300, потом на 320. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, ситуация с газом очень напряженная в Европе. И поэтому здесь уже как бы сформировался коррекционный отскок. Цель этого отскока движение на 234,5, 236. Вот сюда, в этот диапазон. Соответственно, это движение отменяется, если коррекционные откаты пробитие 228,5, 228,2. Я думаю, более вероятно вот это движение. Если здесь возникает пробой, то у нас сразу отсюда пойдет коррекционный откат, цель которого 224,2 и потом 220,5. Пока больше факторов на сегодня указывают на движение вверх. Так, друзья, далее вопрос был по Новатэку. Новатэк — это недельный график, начали его на той неделе отливать. Сейчас он подошел к сильному уровню 1350. Соответственно, если диапазон 1350-1340 не пробивается, то он здесь набирает позицию и отсюда отскакивает. Цель отскока 1430. Если здесь возникает пробой, то цель движения будет в район 1280-1270. Вот сюда вот. Судя по 4-часовику, здесь достаточно высока вероятность того, что отсюда произойдет коррекционный отскок. И цель этого отскока, если опираться на 4-часовик, будет находиться вот здесь вот в районе 1425. Так, друзья, далее Норильский никель. Начали его отливать и пробил он 26 тысяч. Это не очень хорошо, но пока не смертельно, потому что есть еще один уровень, который находится в районе 25 тысяч. Но само вот это движение, оно несколько напрягает. На растущем никеле и палладии, конечно, это не очень хорошо. Так, ну и переходя на 4-часовик, что мы здесь видим? Мы здесь видим, есть сильный уровень 25500. Если вот это движение пробивает и 25500, то, соответственно, следующая цель движения будет весьма вероятно 25. Если сейчас текущих значений здесь возникает консолидация, он ниже не идет 25500, то мы сегодня либо завтра получим отскок. Цель этого отскока тестирование и пробой 27200. Если сейчас прямо сразу на открытии начинаем идти вниз по акции, то, соответственно, сначала 25, потом движение, возможно, будет и ниже. Друзья, в общем-то, все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего.